Привет! Это то самое начало, о котором вы меня часто просите, чтобы можно было изначально рассмотреть сумку, нужна она вам, не нужна, хотите, не хотите. Вот вы сейчас ее видите и понимаете, что она прекрасна. Погнали! Привет! Ты на канале Мира Ашот. Здесь мы вяжем интересные необычные вещи. В этом видео мы будем делать вот такую сумку. Посмотри, какой у нее интересный бок. Он внутри и получается плетение сверху. И в целом она получилась очень классной, необычной. В общем, я в полном восторге. Сейчас покажу тебе все ее размеры и давай начинать. У нас получается ширина 32, высота 19, высота вместе с ручкой 38. Видишь, да? Эти бока не просто сверху, а она как бы в углублении, сама сумка вон там идет. И ручка внутри нее. И за счет того, что ручка внутри, она держит тут сверху форму хорошо. И когда ее ставишь, видишь, она стоит прям устойчиво. Никуда не заваливается, вообще ничего. Ты ее поставила, и она стоит. Не надо ее никак выравнивать, приравнивать. Она прям плотная, твердая, упругая сумка. Мне очень нравится. Я еще хочу сделать какую-то, знаете, сейчас ярко-розовую, с кислотно-салатовыми полосками. В общем-то, здесь масса вариантов. Можно сделать ручку одним цветом, и получается, эта часть внутри будет таким же другим цветом, как ручка в глубине где-то. А это, допустим, к примеру, это розовая ручка, и внутри розовая тоже будет. А это салатовая, и завязки салатовые, и будет вообще как-то странно. Короче, здесь для фантазии просто тьма вообще места. Начинайте, присылайте мне фотки свои в Телеграм, показывайте, хвалитесь. Итак, нам понадобится 3 мотка трикотажной пряжи, маркеры, иголка, крючок номер 12 и ножницы. Мы будем вязать в 2 нитки. Теоретически такую сумку можно связать и в 1 нитку, но мне не нравится, как это выглядит, поэтому будет в 2. Так, мы вытащим, наверное, из середины, чтобы они у нас не бултыхались. 1, 2. Всегда при работе с трикотажной пряжей мы обязательно ее растягиваем. Пряжа достаточно сильно тянется. Если вы ее не растянете, то у вас потом растянется сама сумка. Причем на самой сумке еще не так страшно сильно тянуть, но вот когда вы вяжете ручку, ее прям нужно хорошо растянуть, потому что бывает, что ручку связала она одного размера, чуть-чуть поносила, пряжа растянулась, и сумка стала до колен. Итак, мы делаем узел обычный, просто вот обмотали, вытащили узел. Ниточку оставляем маленькую, у нас на сумке они болтаться не будут, мы ее потом просто закроем. Берем крючок, засовываем сюда крючок. Это не первая петля, это 0 и не считается. 10 воздушных петель. Вот так кладем на палец и протаскиваем. Это у нас 1, 2, 3. Если в какой-то момент сбились, то вот косички. 1 косичка, 2 косичка, 3 косичка. Это 3 воздушных петли. То, что на крючке, не считается. 4, 5. Мы набрали с вами 16 воздушных петель. Вот если вы развернете, у вас получается ровно 16 таких косичек. Теперь мы будем вязать в обратную сторону. Чтобы туда развернуться, нам нужно сделать боковую стеночку, такую разворот. Мы сюда набираем еще 1 воздушную петлю. А вот эта косичка, мы в нее не вяжем. Это наша боковая стеночка. То есть вот это наш бок. Мы вяжем в следующую косичку, во вторую. Смотрите, у вас получается, вот видите, дырочки такие логичные. Там снизу остается чуть больше, а сверху поменьше. Вы в эту дырочку просовываете, вытаскиваете. И через 2. Дальше следующая дырочка. Вы также в нее просовываете. Ниточку захватываете, вытаскиваете. Захватываете. Через 2. Следующее то же самое. Просунули, захватили, вытащили, захватили, через 2. Все, 3 раза мы с вами сделали. Сейчас мы с вами делаем так до конца. У нас всего должно получиться в этом ряду 16 раз. Вот здесь вот ближе к концу я включу и закончим вместе. У нас осталось в конце 2. Это 15 у нас. 15. И вот последняя рядом с узлом 16.
16. Все, мы провязали этот ряд. А теперь мы разворачиваем вязание. И сейчас мы будем вязать в обратную сторону. Но это у нас низ сумки получается. И я не хочу оставлять острый угол, потому что не понимаю, как он будет закручиваться. Хочу, чтобы угол у нас был чуть закругленнее. Поэтому сейчас мы сделаем расширение. Мы добавим сюда одну петлю и сюда одну петлю. Мы делаем в каждом ряду всегда петлю подъема. Провязываем. Вот наша боковая стеночка получается, да? Вяжем мы вот в эти дырочки. Вот видите, здесь такая палка, ничего туда ближе уже дырок нету. Вот первая дырка, вот пупырышко, пупырышко, вторая дырка, пупырышко, пупырышко, третья дырка между ними. То есть вот они все эти дырочки, в них мы провязываем. Сделали петлю подъема, вот первая дырочка, в нее мы вяжем 2 раза, чтобы расширить наше вязание. Только сейчас 1 раз мы так делаем. 1 и сюда же провязываем 2. 2. Провязали. Дальше мы вяжем по одному, и вот сюда в конце опять сделаем 2. 2 у нас уже есть. Вот получается. В следующую 3. В следующую 4. В следующую 5. И давайте вот здесь ближе к концу я включу, и мы вместе там завершим. Вот у нас с вами осталась последняя дырочка. Видите, у нас вот пупырышко, между ними дырочка. Это последняя. Сюда мы сейчас с вами провязываем 17 и 18 петлю. 17 и туда же 18. Все, теперь у нас в каждом ряду будет с вами 18 петель. 16 у нас было только снизу, чтобы у нас дно было такое более округлое. Это мы провязали с вами 2 ряда. Всего у нас будет 10 рядов впереди и 10 рядов сзади. Разворачиваем. Делаем петлю подъема. И теперь в каждую вот в эту вот дырочку мы вяжем по одному разу. Нигде мы больше ничего не прибавляем. Главное, что мы делаем, это хорошо растягиваем нитку, чтобы нам хватило на сумку. И вяжем с вами 10 рядов. Сейчас я провяжу 10 рядов и включу вам, покажу, как их считать, чтобы вы, ну, не вот так вот считали ряды, а зрительно понимали, сколько у вас рядов уже провязано. Все, начинаем с первой. Вы видели, где с самой первой дырочкой? Последняя дырочка у нас между вот 2 пупырышками, это последняя. В каждом ряду у нас должно быть 18. 18, 18, 18. 2 ряда есть, еще 8 рядов мы вяжем самостоятельно, встречаемся. И продолжаем. Вот мы провязали с вами 10 рядов. Смотрите, как они считаются. Вот эти вот пупырышки, вот эти перемычки, это не ряды, и они не считаются. Ряд — это вот эта штучка, раз ряд, 2 ряд. Если мы считаем, то мы видим раз ряд снизу, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Удобнее считать вот по таким ячейкам. Видите, вот полоска, полоска, и как бы вместе такой рисунок ячейкой. 1, 2, 3, 4, 5 целых ячеек. У вас с одной стороны такой рисунок, с изнанки он другой. Он у вас начинается не с целой ячейки, а с половинки и заканчивается, видите, полуячейкой. А вот лицо. Закругленный низ. Сверху такая у вас косичка, получается, остается. И здесь мы закончили. Тут можно отрезать короткую нитку и потом сшивать отдельно ниткой. Но я хочу попробовать отрезать длинную нитку и сразу потом этой ниткой сшить к ручке, чтобы не было много узлов вот таких, чтобы потом не прятать. Тут сейчас будет наугад. Мы хорошо, давайте ее растянем. И по идее нам нужно оставить где-то 3,5 длины сумки, чтобы у нас хватило сшить. Это получается 1, это 2, это 3, и вот еще половинка. Вот столько нам нужно оставить. 3,5 режем, посмотрим, была не была. 3,5 длины у меня здесь. И вот здесь, соответственно, мы до конца вытаскиваем эту нитку, где мы вязали, чтобы затянуть это все.
Все. Теперь нам нужно связать с вами точно такую же вторую часть. Вообще идентичную, все то же самое. Начинаем с 16, второй ряд 18 и делаем 10 рядов. Давайте вяжем вторую, потом вяжем ручку и все это дело сшиваем. На второй я тоже оставлю такую же ниточку, чтобы сшить вторую часть к ручке. Теперь мы с вами начинаем вывязывать ручку. Она у нас идет такая: ручка, бок и дно, все вместе. И вяжется немножко непривычно. Делаем, как и делали в начале вязания, петлю маленькую. Нитка нам не нужна. Сейчас мы будем связывать снизу. Может быть, нам и нужна... Короче, оставляем среднюю, вот такую относительно нитку, но небольшую. Но и не прям супер маленькую. В общем, такую. Вот такую где-то. Нужно набрать с вами 6 воздушных петель. Набираем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Очень-очень-очень хорошо растягиваем нитку в ручке, особенно. 6 набрали, делаем еще одну петлю подъема. Эту пропускаем, в следующую вяжем. Все, в каждом ряду у нас должно быть ровно 6 раз. 1, 2, 3, 4, 5. Вяжем ручку и бок туго и хорошо растягивая, потому что иначе она очень растянется у нас. 6 провязали, развернули, петля подъема, и все, у нас в каждом ряду с вами 6, 6, 6, 6, 6, 6. А нам нужно с вами провязать 20 таких рядов, либо 10 вот таких ячеек. Давайте провязываем и на этом моменте с вами встречаемся. Мы провязали с вами 10 ячеек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Здесь 10 ячеек, либо 20 рядов. На обратной стороне, помним, да, начинается с полуячейки, заканчивается полуячейка, да, то есть они немного отличаются. На лицевой стороне у нас ровное начало с целой ячейки и конец на целой ячейке. Все, теперь мы начинаем вязать дальше закругленную ручку. Смотрите, здесь у нас пол дна и вот такая боковая ручка. Делаем следующее. Мы берем нитку вот на эту сторону. И вот между двумя пупырышками, вот этими в конце, ну вот в нашу последнюю эту петлю я просовываю сюда крючок. И вот эту ниточку я как бы должна оттуда вытащить. Я вытаскиваю ее оттуда и через вот эту вот просовываю просто. Я как бы соединяю две наши стороны. И теперь надо хорошо стянуть вот эту нитку, которая у нас тут. Все это дело стягиваем. Теперь смотрите, мы делаем петлю подъема. Подняли. И вяжем в каждой дырочке. Вот первая дырочка. У нас всего 6 будет. Так же, как и было. 1. Следующая дырочка. 2. Вот здесь, чтобы не потерять где 1, вот эту первую косичку, ее можно пометить маркером. Вот где мы здесь 1 провязали, чтобы вы не путались, потому что я уже на глаз вижу, но чтобы у вас не было ошибок, вот эту вот первую косичку 1, вот наша вторая, вот первая. Первую можно пометить маркером. 1, 2 мы провязали, следующая вот она. То есть так же, как мы вязали, только мы вяжем по кругу. Сейчас тут туговато, дальше будет попроще. 3. Я его вытащу, потому что я знаю, где она. Вы все там маркер оставляете.
Так, 3 сделали. Дальше у нас 4. Следующая дырочка у нас 5. И последняя дырочка 6. Считать надо обязательно. Чтобы куда-то ни туда не провязать, ничего лишнего. 6. Все, 6 мы провязали. Теперь нам нужно закрыть этот круг. Мы разворачиваем. Вот у нас первая косичка. У вас здесь, по идее, висит маркер. В эту первую косичку мы берем. Смотрите, что делаем. Вытаскиваем и не провязываем, а вот через эту. Вот, мы соединили круг. Вы поняли, да? Давайте я еще раз покажу. Вот мы здесь провязали 6-ю. У нас есть вот она полоса такая соединительная, первая самая. У нас они будут теперь постоянно. И вот эта первая косичка, у вас на ней висит маркер. В эту косичку нитка у вас остается вот тут внутри. Вы вот сюда засовываете в первую косичку. Между ними там еще есть косичка. Она не нужна, она соединительная. В первую вытащили. И вот сюда вот соединили. Дальше. Сейчас я пойду принесу маркер, чтобы было понятно. Дальше, смотрите. Начинаем новый ряд. Мы делаем петля подъема. Подняли. В это же место, где мы сейчас вязали, вот в эту же самую дырочку в первую, прям вот откуда у нас все вот это вылезает, туда же мы просовываем, вытаскиваем и провязываем 1. Вот у нас после петли получилась косичка. Видите, да? Мы эту косичку помечаем маркером, чтобы потом на ней закончить и ничего не потерять. Вот первая наша. И вяжем дальше по кругу. 1 у нас есть. Следующая. 2. Так. 3. Следующая. Ну, туговато, а что поделать? 4. 5. И последняя. 6. Вот у вас, видите, первая наша, ну, которую мы не сильно затянули, да? Не сильно затянули полоса. Вот вторая полоса. Они у вас всегда будут здесь. И вот у вас висит здесь маркер на вашей первой петле. Вы его снимаете в это место. Мы соединяем ряд. Засовываете. Вытаскиваете нитку через эту петлю. И теперь эту нитку вы просто просовываете вот под этой. Просунули. Все, мы соединили второй ряд. Теперь еще раз показываю начало, и дальше вы вяжете сами. Теперь, чтобы вязать третий ряд, вы делаете подъем в это же место. Вот, откуда у нас вот это все, вот оно вылезает, вот она, эта дырочка в середине, куда мы только что вязали. Вы туда засовываете, вытаскиваете. И все, мы вяжем третий ряд, как обычно. Вот сюда, на первую косичку, мы опять одеваем маркер, чтобы ее не потерять, чтобы знать, где мы соединяем. Вот мы одели. По кругу 2, 3, 4, 5, 6 соединяем, подъем и поехали. И мы с вами вяжем вот эту ручку. Я скажу, сколько я провяжу. Ну, вы поняли, у вас вот середина сумки, да? Это бок сумки. И вот у вас началась ручка. Вам нужно такую ручку круглую довязать той высоты, которая вам нужна, вот так вот. Вы ее прикладываете вот до этого края сумки. Вот здесь она у вас закончится. Можете, как я, делать, можете свою какую-то высоту делать, как вам удобно.
Итак, смотрите, вот одна нитка у меня закончилась, я уже связала там внутри. Сейчас мы будем связывать с вами вторую нитку. Мы берем третий моток, одну нитку вытаскиваем изнутри, вторую нитку берем снаружи и вот двумя нитками из одного мотка вяжем. Как мы связываем? Можно завязать обычным узлом, да, ничего страшного, но просто я нашла на ютубе узел, который должен, по идее, вообще никогда не развязываться, поэтому завязываем им. Берем эту нитку, обматываем и ее об саму себя завязываем. Берем эту нитку, обматываем ту и саму об себя ее завязываем. Завязали. Теперь тянем за две эти части. Что-то мы туго завязали. Вот, они встретились. А можно этот кончик, по идее, обрезать, и там говорят, что прям в упор можно. Но мы его оставим, он у нас будет внутри ввязан, он нам никак не мешает. И просто дальше вяжем, как и вязали, по кругу. Сейчас мы довяжем до нашего узелка. Обязательно только все растягиваем. Стараемся, конечно, сделать так, чтобы этот узел у нас, как бы, знаете, внутри остался, чтобы он не на эту часть попал. Это будет некрасиво. Ниточки мы оставляем просто там внутри. И дальше вяжем двумя нитками, как ни в чем не бывало, как будто мы ни о каких узлах ничего и не слышали. Все, вы поняли, видите, ничего не видно, все ровно. Дальше по кругу вяжем. Хочу показать еще раз момент, когда вы будете вязать круг, обязательно считайте, делайте ровно 6, потому что здесь очень легко сделать больше. Видите, вот такая перемычка, вот она горизонтальная, 1, 2, 3. Вот эта горизонтальная перемычка, она держится вот за эту косичку. И вот сюда вот хочется провязать, но сюда вязать нельзя. Шестая у нас вот здесь. Вот это место соединения. Когда мы вот сюда засовываем, у нас получается вот эта горизонтальная штучка. И очень важно в нее не провязать нигде. То есть все, вот с этой начинаете, где у вас маркер 1, 2, 3, 4, 5, 6. На шестой закончили и соединяем. Хочу показать, как вязать, когда вы хотите из такой круглой, да, ручки опять перейти в прямую ручку. Вот вы вяжете, доходите, ну, поняли, что все, вам высота ручки устраивает. У меня это, кстати, получилось по перемычкам вот таким горизонтальным. Посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 горизонтальных перемычек у меня. Вот таких вот. И теперь начинаем вязать прямую ручку. Сейчас мы, по идее, должны соединять круг, да? Но мы теперь вяжем опять, как и вязали изначально, вперед-назад. Поэтому в этом моменте мы эту ниточку сюда перекладываем, все, из круга ее вытащили, делаем петлю подъема и вяжем в обратную сторону. Вот первая дырочка наша. И мы начинаем все. 1, следующая, 2, следующая, 3, дальше, 4, 5. И вот это, где у нас маркер шестая. Снимаем его. Шесть. Дальше делаем так же, как и вязали. Просто вот разворачиваем. Петля подъема. И начиная с первой дырочки по 6 в каждом ряду. Это у нас первый ряд. И нам нужно связать с вами еще 21 такой ряд, либо 11 ячеек. Вяжем идентичную вот такую вот часть, и на этом у нас закончено, будем сшивать. Смотрите, я закончила ручку. У нас с вами получается 10 ячеек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Потом у нас начинается ручка. Если смотреть внутри, здесь вот такие перекладинки, видите, они идут прям горизонтальными полосками. Всего у вас получается 26 перекладинок. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6.
до конца идете, вот 26-я. И после нее у вас опять 10 таких ячеек. То есть два бока одинаковые. Теперь нам нужно их сшить. Мы их наизнанку вот так разворачиваем. Ниточку надо было оставить побольше. Я просто почему-то об этом не подумала. Но вы перед тем, как отрезать, оставьте нитку больше, чтобы сшить. И теперь мы просто вот в эту дырочку, да, самую первую. У нас ровно должно быть одно и то же количество дырочек. И вот здесь первая дырочка. Мы их соединили. Раз. Следующая дырочка тут. Следующая дырочка тут. 2. Следующая дырочка тут. Вы поняли, да? Просто вот так вот туго каждую дырочку мы соединяем и потом затягиваем. Так, смотрите, сейчас мы будем сшивать нашу ручку с нашей сумкой. Чтобы сшить правильно и все сошлось, нам надо кое-что сделать. На нашей основной части сумки всего 36 дырочек. Вот таких вот по бокам. И нам нужно поставить в середине маркеры. Вы отсчитываете 18 дырочек, маркер, 18 дырочек. Удобнее всего, вот смотрите, снизу у вас всего 16 дырок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все. И ставите маркеры. И у вас должно с них вот так вот идти до верха по 18 на одной стороне и то же самое на другой стороне. Делайте эти маркеры. Дальше. Берете вашу ручку. У нас лицо, вот эта часть, где дырочка и где шов, это у нас в этой сумке лицо. Вы вывернули. И смотрите, у вас верхний маркер должен быть вот на... Ну вот у вас закончилась круглая ручка, здесь один прямой ряд, такой полуряд, и вот целая ячейка. И вот тут у вас маркер. Вот видите это место? Ну, можно не запоминать, сейчас я покажу, как отсчитать. Вот здесь у нас шов. Вот он, место шва. То есть вот одна часть идет, вот одна часть вязания, вот вторая часть вязания, и вот тут мы ее сшили. Мы одеваем первый маркер на одну часть вязания, а второй маркер на вторую часть вязания. Место сшивания вот оно. И получается, вот от этого маркера вот сюда 18 и одеваете. И вот сюда 18 и одеваете. Но они должны обязательно получиться на одном и том же расстоянии. То есть, видите, у меня они здесь во впадинке, да? Вот ячейка, полустолбик и соединили. И здесь они в той же самой впадинке. После нее ячейка, еще полустолбик, но его не видно, и соединили. Много слов, но я просто хочу, чтобы вы поняли и сделали правильно, чтобы у нас ничего криво не получилось. В общем, 18, 18, на одном уровне они здесь, и здесь то же самое. И теперь сшиваем. Нитку засунули в иголку. Еще раз, у нас есть лицевая сторона здесь, она идет с целых ячеек, и вот здесь косичка сверху, это лицо. На изнанке у нас полуячейки в начале и конце. Мы кладем вот так наше вязание, вот этими дырочками наружу. То есть вот это у нас внутренняя часть, вот это у нас будет наружная часть. Лицо, лицо. Разворачиваем и начинаем сшивать. Вот у нас снимаем маркер. В это место иголка и в эту дырочку иголка. В верхнюю, вот эту первую дырочку мы провяжем с вами 2 раза, потому что это верх, здесь может растягивать. Сейчас затянем. Здесь может растягиваться сумка, поэтому сюда лучше провязать несколько раз, чтобы хорошо все это закрепить. И сшиваем, конечно, очень туго, очень хорошо растянули эту нитку, чтобы у нас потом ничего не деформировалось. Все. А еще смотрите, когда сшиваете, кладите вот так вязание, чтобы у вас острый угол получался вот такой. Следующее, следующее. Обязательно смотрите, у вас должен сходиться рисунок, чтобы в 2 дырки один раз не провязать. Вот у меня тут дырочка, здесь дырочка. Но дырочка, я имею в виду вот эта впадинка здесь, такая же впадинка здесь. Если вы делали все так же, как у меня, у вас точно такой же сейчас рисунок и получается. Пупырышко, пупырышко. Все, сшиваем. У нас с вами должно сойтись вот этот маркер
вот с этим маркером прям встретиться, этот маркер с этим маркером встретиться, и финальная дырочка должна быть вот здесь. Вот так вот мы с вами сшиваем всю эту сторону по кругу, и потом сшиваем точно так же вторую сторону. Давайте тогда сошьем. Ну, если сейчас будет что-то еще важное, я включу, покажу, а так в целом сшиваем и встречаемся тогда и делаем дальше. Хочу еще показать момент. Вот мы связали две стороны, завязали узелок. И как спрятать эту нитку, как ее вообще отрезать. Вы ее с изнанки просто прячете внутри вязания, запутываете, да, вот в эти швы. Сюда, потом дальше. Не обязательно ровно вниз, можно по-всякому ее запрятать, чтобы она не вылезала. И потом, когда нужное количество спрячете, ну, вы где-то столько, отрезаете ее, она там внутри остается, и все. У вас эта ниточка не видна и никак никуда не вылезет. Когда вы связали, берете нитку. Сейчас скажу, сколько она у меня длины по сумке померяем. 1, 2, 3, 4, 5 длин сумки она. У вас может быть любая, просто если вы хотите так же, как у меня, то у меня... Сейчас надо дно там выпрямить потом. Так, смотрите, как мы сшиваем. Вот впадинка, к ней пришита наша сумка. Вот она, видите, вот сюда пришита. И вот следующий ряд с пупырышками. Мы берем сюда и берем сюда. То есть не где сумка пришита, а выше на ряд. Разделяем ровно на две части. Одну сторону делаем капельку длиннее, потому что мы сейчас еще раз сюда провязываем, чтобы зафиксировать это посильнее. Затягиваем и завязываем здесь узел. А если вы хотите, вы можете завязать на ряд ниже, вот здесь, тогда у вас сама сумка прям соединится и будет чуть поуже здесь. Можете попробовать вот так сделать, вот тут завязать, если хотите. Можете, как я, вот здесь. Оно чуть по-разному будет выглядеть. Дальше делаем шнуровку. У меня получается по 4 с каждой стороны. То есть вот это у меня сейчас будет где-то здесь. 1. Ой. 2. 3. И вот сюда куда-то 4. И то же самое я повторяю со второй ниточкой. Также. Один. Через верх, видите, я засовываю. Так красивее. 2. 3. 4. Все, ее вовнутрь здесь засунули ниточку. Как вам нравится, натянули. Чем сильнее вы ее натянете, тем она, видите, сильнее сжимается. Сами уже регулируете, смотрите, как хотите. Мне нравится, когда сверху уже, а к низу шире она идет. Это вы уже сами все решаете натяжением. Сейчас бант. И пойдемте мерить, смотреть, что у нас получилось. Мне очень нравится, что она вот. Ты ее поставила, она стоит. То есть, когда мы сумки вяжем целиком вот так вот и делаем дно из самой сумки, она так не стоит, как это. Мы связали с тобой просто обалденную сумку. Я хочу напомнить, что у меня есть канал в Телеграме, где мы с девочками общаемся, задаем друг другу вопросы, просим советы, как что лучше связать, какой подобрать материал и крючок. Поэтому присоединяйся и будь с нами. Также у меня есть Инстаграм, где я показываю то, что вяжу в настоящем. Ну и в целом тоже общаюсь. И любимый ютубчик. В общем, впереди нас ждет еще очень много классных вязаных вещей. До новых встреч. Пока-пока.